Ее звали Елена Федоровна Колесова, известная также как Лёлька-атаман. Эта хрупкая 22-летняя девушка, командир партизанского отряда спецназа, доставила гитлеровцам массу неприятностей. За ее голову фашисты обещали 30 тысяч марок и корову. Отважная комсомолка первую свою боевую награду получила в Кремле. Ее атаману Лёльке вручил лично всесоюзный староста Михаил Калинин. Лёлькой-атаманом Лену Колесову, по ее же собственному признанию, прозвали еще в детстве за боевой командирский характер. С 8 лет после смерти отца Лена жила у тети в Москве. Окончила школу, поступила в педагогическое училище. Получив диплом, работала учителем начальных классов и пионер-вожатой. В первый день войны Лена вернулась из загородного похода, куда ходила с восьмиклассниками своей школы. Она сразу же вместе со школьниками пошла в райком. Ребят тогда мобилизовали на трудовой фронт, а Лену, как она сама писала, не отпустили. Колесова записалась на курсы санитарных дружинниц и окончила их. Ежедневно обивала пороги райкома и ЦК комсомола, требуя направить ее в действующую армию. В конце концов, Елену Колесову в октябре 1941 года приняли в группу майора Артура Спрогиса, одного из руководителей партизанского движения, на тот момент служившего уполномоченным в разведывательном отделе штаба Западного фронта. О своем первом боевом опыте рассказала сама атаман Лёлька в марте 1942 года перед вручением боевого ордена. В октябре 1941 года партизанская группа, в которую входила Елена Колесова, из 8 человек, поровну парней и девушек, занималась минированием дорог и разведкой в Подмосковье. Девушки отделились от парней и под командованием Колесовой направились к Старой Рузе. Одна из партизанок группы, Нина Шинкаренко, Флягина, вспоминала, что их двух разведчиц, Нину и Елену, немцы задержали и арестовали по подозрению к принадлежности к партизанам. Впоследствии девушек отпустили, поверив в их легенду. Нина Шинкаренко и Елена Колесова за время пребывания в Старой и Новой Рузе собрали много сведений о расположении немецких войск, о количестве и местонахождении боевой техники. Вся эта информация после воссоединения девушек со своей боевой группой была доложена Артуру Спрогису. По воспоминаниям Нины Шинкаренко, после этого задания девушки обратились к Спрогису с просьбой создать самостоятельную девичью партизанскую группу для действий во вражеском тылу. В результате в январе 1942 года был сформирован отряд из 9 девушек, который возглавила Елена Колесова. Его направили для диверсионной деятельности в Калужскую область с заданием разведать местность и заминировать дороги. Девушки справились с заданием. Им пришлось вступить в двухдневный бой с немецким десантом. Одна из партизанок погибла, еще одну ранила. Ее вынесла с поля боя Лёлька-атаман. Впоследствии партизанка Зоя Суворова умерла от ран. Все девушки за выполнение задания получили боевые награды. Орден боевого Красного Знамени Елене Колесовой в марте 1942 года в Кремле вручил лично председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Калинин. Автор книги «Люди легенд» Виктор Павлов писал, что через месяц после этого боя женский десант из 12 девушек выбросили для диверсионной работы в Борисовском районе Минской области. 3 партизанок при десантировании у деревни Меговщина погибли. Еще одна серьезно травмировала позвоночник. Через несколько дней после выброски в тыл 2 девушек из отряда Колесовой арестовали гитлеровцы. Партизанки попали в гестапо. Дальнейшая судьба этих девушек неизвестна. С начала мая по сентябрь 1942 года партизанская группа Колесовой насчитывала уже 50 человек. Группа вела активные действия в Минской области. Отрядом Лёльки-атамана был взорван мост, пущены под откос 4 гитлеровских поезда, уничтожены 3 автомобиля и сотни военнослужащих вермахта. В населенных пунктах, находившихся в зоне действия отряда, расклеивали листовки, в которых говорилось о вознаграждении тем, кто укажет местонахождение здоровой бабы с орденом. Так именовали гитлеровцы Елену Колесову. За это обещали 30 тысяч дойчмарок, корову и 2 литра шнапса. Как вспоминала Нина Шинкаренко, в конце августа 1942 года было принято решение о разгроме вражеского гарнизона в Выдрице.
122 километра от Минска. Для этого объединили несколько отрядов партизан. В бою 11 сентября Елена Колесова была смертельно ранена. Спустя 2 года ей посмертно присвоили звание Героя Советского Союза. Память об атамане Лёльке увековечена памятными знаками и мемориальными досками. Именем Елены Колесовой названы школа и электропоезд, а также улицы в ряде населенных пунктов в России и Белоруссии. Еще одной отважной девушкой, героем Советского Союза, стала Зинаида Ивановна Моресева, 1923 года рождения. Уроженка села Черкасское Саратовской области, Зина Моресева стала настоящим ангелом-хранителем для десятков советских бойцов, которым она не просто оказала помощь на поле боя, но и вытащила в тыл на себе, под ураганным артиллерийским огнем. Начало войны девушка встретила работницей цементного завода «Большевик», что в Саратовской области. Окончив курсы санитаров, в конце 1942 года она добровольцем ушла на фронт и попала под Сталинград. С началом наступательной фазы операции, когда на правом берегу Волги разразились упорные бои за каждый клочок земли, Зинаида приняла боевое крещение. Итогом ее деятельности стали 68 спасенных жизней. Отвага и мужество девушки были отмечены медалью за боевые заслуги. Ликвидация сталинградской группировки противника позволила Красной армии развить наступление. Вскоре девушка оказалась уже на Воронежском фронте. Ситуация здесь была крайне тяжелой. Как писала Зина в письме к матери, из боев почти не выходим. Сколько хороших ребят и девчат положили здесь головы. Но пусть подлый враг знает, что для нас Родина самое дорогое, самое светлое. Здесь, в боях на Курской дуге, Зинаида проявила себя также храбро, вынеся с поля битвы 38 солдат и командиров. Наградой за мужество стал орден Красной Звезды. Но свой главный подвиг девушка совершила в августе 1943 года при форсировании реки Северский Донец. В составе десантной группы Зина высадилась на правый берег реки. Здесь бойцы столкнулись с жесточайшим сопротивлением противника. Как рассказывает Николай Румянцев в своей книге «Люди легендарного подвига», занявшие господствующие высоты гитлеровцы простреливали весь прибрежный участок из артиллерии, минометов и пулеметов. Советские войска несли огромные потери, но удержать плацдарм нужно было любой ценой. Под огнем противника Зина выполняла свои обязанности, оказывая помощь раненым на поле боя бойцам. Она лично эвакуировала на другой берег реки 60 человек. Кроме этого, девушка участвовала в боях, несколько раз с оружием в руках возглавляя контратаки на противника. 2 августа, когда десантный батальон был окружен и, казалось, сломлен, именно Зина остановила отступление бойцов и повела их в атаку, в результате которой было уничтожено несколько сотен немцев и захвачена артиллерия противника. Но судьба не щадит никого. В первых числах августа девушка была смертельно ранена шальным осколком, когда переправляла на лодке очередную партию раненых. 6 августа 1943 года в возрасте 20 лет она скончалась. Посмертно в 1944 году девушке было присвоено звание Героя Советского Союза. На этом у меня все. Если видео было вам интересно, ставьте лайки и не забывайте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых интересных фильмах на канале «Однажды на Земле». До новых встреч!